Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных континентов. Спасибо за ваши комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали. У нас узорчики есть на канале с такими ниточками. Ну и с новым узорчиком. Напоминаю, вы берете пряжу любую, какая у вас есть, не только такую, которую показываю я. Тут самое главное брать правильно подобранный крючок. Итак, я рассказываю о ниточках, с которыми буду работать сегодня. Смотрите, называются они у меня Визель, Rainbow Angora. Кому понравился цвет, он переходящий. Видите, и бежевенький есть, и светло-бежевый, и темный, и коричневый, и темно-коричневый. Цвет 0,2. Идем дальше. В 100 граммах здесь находится 550 метров. По составу это 15% мохер, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть и 60% акрил. И нам советует производитель брать крючок спицы от пятерочки до шестерочки. Но смотрите, дело в том, что данную пряжу уже вязала и вязала крючком номер 3. И меня все устраивает. То есть я буду сегодня вязать крючком номер 3. Вы точно так же берете свою пряжу, читаете аннотацию к пряже, рекомендации производителя по поводу крючка, подбирайте крючок под свою плотность, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Так, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 10 петелек. Я давайте, например, наберу 3 раппорта. Это получается 30 воздушных петелек. А вы, в свою очередь, набираете столько, сколько вам будет необходимо. Угу. Итак, все как всегда. Вначале у нас идет петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я буду набирать 30 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, как у многих узорчиках, я сделаю вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом, потому что много новичков, и чтобы не запутались вы в воздушных петельках, да, мы сделаем столбики с накидом, а в столбиках вы точно не запутаетесь. Итак, для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это наш столбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки точно так же ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки, столбик с накидом. И вот так вот вы шагаете в каждую петельку цепочки, так ныряете, провязываете столбики с накидом, сами себя контролируйте. По итогу количество столбиков у вас должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. Если я набрала 30 петелек, значит у меня должно получиться 30 столбиков. Вот такая вот легкая математика. Все, смотрите, самое главное, не забудьте, что первый столбик, вот эти 3 петельки подъема, мы тоже считаем за столбик с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца. Угу. И в конце ряда я вас встречаю, потому что несложно, и у вас все получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы наш ряд вспомогательный провязали, все ровненько, аккуратненько. Приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите, накид. Провязываем сюда же, в верхушку этого же столбика, еще 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом. И сюда же 2 столбик с накидом. Теперь смотрите, накид. И мы шагаем в следующий столбик и провязываем столбик с накидом. 1. Накид. В следующий столбик шагаем, провязываем столбик с накидом. 2. Следующий столбик шагаем, провязываем столбик с накидом. 3. По итогу у нас получается без 3 петелек подъема, если их не считать, 5 столбиков, да, с накидом. Далее смотрите внимательно, что мы делаем. Накид. Теперь будем пропускать столбики. Считаем. Раз, два, три, 4. И в пятый столбик ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки стоп, накид. Опять сюда же второй раз ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки стоп, накид.
Третий раз точно так же делаем. Все петельки держим на крючке. Накид. Четвертый раз точно так же. Накид. Пятый раз точно так же. Теперь, когда у нас 6 петелек на крючке, мы их провязываем все вместе. Оп, и обязательно зафиксировать. Вот такой пышный столбик у нас по итогу получается. Далее делаем 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Накид. В следующий столбик после нашего пышного столбика ныряем, провязываем столбик с накидом. Раз. Накид. В следующий столбик. По одному столбику провязываем. Столбик с накидом 2. Накид. Следующий столбик. Столбик с накидом 3. Столбик с накидом 4. И столбик с накидом 5. То есть те самые 5 столбиков, которые мы провязали вот в начале ряда. Далее то же самое. Повторяем. Накид. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. В пятый шагаем. Вытягиваем ниточку. Провязываем 2 петельки. Стоп. Накид. Второй раз сюда точно так же. 2 петельки. Стоп. Накид. Третий раз. Накид. Четвертый раз. И пятый раз. Теперь 5 петелек получается от столбиков и 1 петелька, которая была на крючке. 6 петелек провязали вместе. Оп, за один раз. И обязательно зафиксировали. Как вам? Не сложно? Совсем не сложно. Опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И так далее. Провязываем опять 5 столбиков. Так. И точно такой же пышный столбик в конце ряда. Давайте самостоятельно. В конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наш ряд практически до конца. Как мы заканчиваем ряд? После последнего пышного столбика мы делаем всего лишь только 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Накид. И вот у нас 3 петельки подъема в предыдущем ряду были. Мы в третью петельку нырнули и вытянули ниточку. Провязываем просто 1 столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. Накид. Вот в эту арочку, которую мы только что провязали, ныряем и провязываем 4 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. Сюда же 4. Пятый столбик. Накид. Мы провязываем вот наш пышный столбик. Беремся за верхушку вместе соединения всех петелек. Вытягиваем ниточку, провязываем столбик с накидом. Есть. После 5 столбиков с накидом, помните, как в предыдущем ряду, мы провязываем пышный столбик. Накид. Пропускаем вот наши, получается, 4 столбика. Раз, два, 3, 4. И в пятый, верхушку пятого ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки. Стоп. Это первый столбик. Накид. Сюда же. Второй столбик точно так же. Накид. Третий. Накид. Четвертый. Накид 5. Угу. И опять 6 петелек провязываем вместе за один раз и обязательно зафиксируем. То есть мы сейчас провязали с вами точно так же, как мы провязывали в самом первом ряду. Понятно? То есть повторяем. Ничего сложного. И далее опять у нас идут 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. После воздушных петелек мы провязываем 5 столбиков с накидом. 4 столбика в арочку. Провязываем раз. Сюда же 2. Сюда же 3. Сюда же 4. Так. А пятый столбик, помним, да, провязываем вот верхушку нашего пышного столбика. Там, где мы все петельки соединили, ныряем в верхушечку и провязываем пятый столбик с накидом. Понятно? После 5 столбиков у нас идет пышный столбик. Вот он. Итак, накид. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, 3, 4. И в пятый ныряем и провязываем точно такой же пышный столбик. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. 4. И 5. И потом все вместе точно так же провязали, зафиксировали. Понятно? Все. Дальше опять у вас 4 воздушные петельки. 4 столбика в арочку, 5 столбик непосредственно в пышный столбик.
и так далее до конца ряда. Угу. Давайте повторяем самый первый ряд. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, опять провязали практически до конца ряда. После пышного столбика делаем в конце ряда 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. И помним опять, да, у нас здесь были 3 петельки подъема. Мы точно так же аккуратненько в третью петельку ныряем и провязываем столбик с накидом. Все, на этом ряд наш опять закончен. И то же самое повторяем. 3 петельки подъема, поворот, и опять мы в арочку провязываем 4 столбика с накидом, в верхушку пышного столбика 5 столбик. Далее пропускаем 4 столбика и в 5 столбик пышный столбик. Опять 4 воздушные петельки и повторяем все то же самое. Понятно? То есть у нас получается узорчик состоит всего лишь из одного ряда. В любом случае я сюда прилагаю схемку. Схемка отличного качества. Те, кто умеет читать по схемкам, обязательно себя проконтролируйте. Те, кто не умеет читать по схемкам, посмотрите. Настолько все просто. Мы уже все с вами провязали, и вы поймете, где пышный столбик находится, где обычный столбик с накидом, где воздушная петелька. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Я, в свою очередь, хочу посмотреть, как поменяется ниточка. Поменяется или не поменяется. Вот. Встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такой вот интересный, простой узор. Очень часто его новички берут к себе в свои изделия, так скажем, как одни из первых, потому что вяжется очень быстро и несложно. Смотрите, узорчик двусторонний, выбирайте любую сторону, палантинчик ли, топик ли, кардиганчик ли, кофточка. Ну да, дырчатый, ну то есть это будет такой, скажем, летний вариант, жилеточки и так далее. Да? Вот так вот он у меня тянется. Вот так вот тянется. Вяжите, пробуйте из своей пряжи. У меня, смотрите, секционная пряжа, такой светленький, тут немножечко переходящий в темненький. Переходы, конечно, длинные, да, то есть потом будет, ну, не сильно долго, да, но будет коричневый, потом переходить будет опять в бежевый, в светленький, вот такой вот, и обратно. Здорово. То есть, если у вас будет какое-то большое полотно, это будет очень смотреться красиво, шикарно. Вы тоже можете брать секционную пряжу, можете брать меланжевую пряжу, можете разными рядочками вязать. То есть, на ваше усмотрение можете брать остаточки пряжи, почему бы и нет. Пробуйте, вяжите, экспериментируйте. Узорчик совсем не сложный, да, и всего лишь только один ряд. То есть, вообще красота и красота его вязать. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Итак, я набирал 30 воздушных петелек. За счет того, что здесь, видите, зигзаг, да, то есть, естественно, по размерчику, то есть заранее знайте об этом, у вас получается немножечко сузится за счет волн вот этих вот зигзагов. Вязание ваше сузится. Поэтому учтите, не забудьте этот момент. Итак, смотрите, вот у меня получается 12 сантиметров. Ну, а тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9 рядочков. Так, это у нас получается, ну вот, например, по самой высокой, по самой низкой точке, да, ну, то есть получается тоже практически 12 сантиметров. Такой вот квадратик. Вот несложно, совсем несложно. Я знаю, что многие из вас уже данный узорчик вязали, поэтому пишите новичкам, что вы вязали, из какой пряжи, что у вас получилось, да. Новички, кто еще не вязали, подбрасывайте идейки, что можно связать данным узорчиком. Узорчик универсальный, можно связать все, что угодно, да. Ну, правильно нужно подобрать пряжу. То есть для летних изделий это летние ниточки, для демисезонных демисезонные, для зимних, естественно, наш зимний. Не забывайте, что вы можете узорчик крутить, вертеть, да, то есть, если, например, шарфики у вас будут там, снудики и так далее. То есть, конечно, не ограничивайтесь только одним видом. Пробуйте, экспериментируйте, вяжите. Как вам сегодняшнее видео? Надеюсь, что понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты, чтобы потом вязать в удобное для вас время. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.